Я тоже поздравляю всех тех, кто принимал участие в подготовке этого соглашения. Оно бесспорно очень важное. И, на мой взгляд, оно позволяет уйти нам от очень неприятного состояния, когда наша интеграция в значительной степени зависит или почти зависит исключительно от политической воли руководителей. В экономической теории есть такое понятие интеграционного порога. То есть соотношение между внутрирегиональными объемами торговли и торговлей с внешними странами, с третьими странами. Вот если мы посмотрим на СНГ, на Евразес, показатели здесь не очень хорошие. Мы в 2009-2010 году выходили на соотношение 19:81, а вот для того, чтобы достигнуть порога интеграции, который делает интеграционное объединение саморегулирующимся, а не зависящим от чьей-то воли, нужно вот эти показатели 28,72 как минимум достигнуть. Следовательно, многосторонняя зона свободной торговли как инструмент или как поле, на котором будут активизироваться торговые потоки, это как раз то, что нам нужно для того, чтобы достигнуть вот этого самого интеграционного порога. В заглаве нашей встречи стоит интересный вопрос. Зона свободной торговли – первый шаг на пути к Евразийскому союзу. Вот здесь, мне кажется, очень нужно, чтобы российская наука немножко остановила ту эйфорию, которая пошла. Мне кажется, что есть два пока самостоятельных проекта интеграционных, которые реализуются на постсоветском пространстве. Это таможенный союз, единое экономическое пространство и в перспективе, я думаю, не ближайшее евразийское экономическое сообщество и многосторонняя зона свободной торговли. Какие будут взаимоотношения между этими двумя проектами, мы сейчас, по-моему, сказать все-таки однозначно не можем. Многое будет зависеть от ситуации в интеграционном ядре. Если в интеграционном ядре мы сможем запустить механизмы модернизационные, то тогда этот проект будет подтягивать и страны, которые сейчас готовы только на подписание соглашения о многосторонней зоне свободной торговли. Если этого не произойдет, то мы получим не разноскоростную интеграцию, а очень даже, вероятно, разновекторную интеграцию. Вот сейчас представители Молдавии говорили о том, что они ведут переговоры и с балканскими государствами, с европейскими и так далее. И очень вероятно, что иные центры, продуцирующие модернизационные проекты, будут оттягивать их от евразийского проекта, который сейчас реализуется прежде всего Евразес. Ну и, конечно же, многое будет связано с дальнейшим развитием таможенного союза и количественным. Мне кажется, что если мы будем очень торопиться с расширением числа участников, прежде всего, единого экономического пространства, нас здесь ждут очень большие трудности, потому что единое экономическое пространство – это не поле для конкуренции юрисдикций, как сейчас часто говорят, это все-таки поле для выращивания общих программ, общих политик, а общие политики эффективно могут реализоваться только при гомогенном пространстве, более или менее однородном. Если мы хотим такое получить, то нам нужно будет запускать механизмы перераспределения ресурсов. Это очень сложный, проблемный вопрос, на который, мне кажется, страны сейчас еще не готовы пойти. У нас в интеграционном ядре, в таможенном союзе, все достаточно четко определено. И перспектива, которая задана главами государств и руководителями правительств, сегодня не вызывает ни у кого сомнений. Мы с 1 января будущего года переходим к единому экономическому пространству, где кроме свободного рынка товаров, о котором мы сегодня говорим, будет свободный рынок услуг, капитала и труда. Объявлено о создании Евразийского экономического союза, и в ближайшие годы интеграция будет идти по пути формирования и новых союзных институтов, и более, так сказать, глубоких механизмов поддержки общей экономической активности, о чем Светлана Павловна говорила. Это и общая промышленная политика, и политика развития, и единая антимонопольная политика.
общие правила субсидий. То есть мы выстраиваем общую стратегию развития. Именно в этом главный эффект. Скажем, расчеты, которые проводились нашими институтами, показывают, что если мы просто общий рынок создаем, мы получаем эффект примерно плюс 5% от валового продукта в долгосрочной перспективе. Если мы создаем общее экономическое пространство с общей стратегией развития, для чего мы его создаем? Чтобы мы какие-то общие цели, в том числе по модернизации экономики, повышению технического уровня, диверсификации, тогда у нас эффект увеличивается до 15% от валового продукта, и достигается это за счет того, что мы от сырьевой ориентации переходим к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. И гигантская сырьевая база, которой располагает Россия, работает на все участников Евразийского экономического союза. Поэтому здесь как бы в нашем интеграционном ядре все понятно. Также понятно, как оно будет расширяться. У нас уже есть заявление о присоединении со стороны Киргизии. Евразес включает в себя еще Таджикистан, в отношении которого в ближайшие годы тоже, я думаю, будет принято окончательное решение. Мы к этому пути шли долго. Евразийское экономическое сообщество уже 10 лет существует. И главная задача создания таможенного союза наконец выполнена. Мы там же в Петербурге, где подписывалось соглашение по свободной торговле, проводилось заседание высшего органа таможенного союза, где мы констатировали завершение формирования таможенного союза. Без всяких изъятий, хочу сказать. У нас нет изъятий в таможенном союзе. У нас есть льготные некоторые режимы, скажем, для Казахстана в части импорта определенных товаров на 5-летнюю перспективу, с учетом того, что эти товары потребляются только в Казахстане. Но это не изъятие, это как бы некий переходный режим. А вот в других частях нашей большой зоны свободной торговли, которую мы сегодня наконец-то получили, благодаря решению глав правительств, которое было непростым, очень долго шла дискуссия, и сами наши руководители правительств правили этот документ в последний момент, для того, чтобы как раз оградить нашу многостороннюю систему от рисков. Потому что главное продвижение здесь в том, что мы взяли на себя взаимные обязательства. Когда у нас были режимы двухсторонние, это были обязательства между двумя сторонами. А теперь мы все вместе друг за друга отвечаем. Поэтому, если какая-то одна сторона что-то делает серьезное, нарушающее интересы других сторон, мы не можем на двухсторонней основе с ней как бы договориться. Мы опять должны собираться все вместе и обсуждать, что происходит, какие последствия. И в этой связи я хочу сказать, что экономическая интеграция, вообще любой союз, бывает естественный и противоестественный, с моей точки зрения. Значит, вот наш союз, он естественный, потому что мы 1000 лет жили в условиях общего экономического пространства одной страны, единого народно-хозяйственного комплекса. Сейчас мы на новых условиях формируем общий рынок. И здесь возникает эффект больших экономических пространств. В этом смысле участие Украины и в зоне свободной торговли, в этой многосторонней, и глубже в Евразийском экономическом союзе в перспективе выглядит очень естественно. Нас связывают тысячи кооперационных связей. У нас огромная взаимозависимость. А вот зона свободной торговли, которая сейчас, вчера буквально, со ссылкой на господина Клюева было объявлено, что, как сказал Мунтиян, сейчас не успели высохнуть чернила под этим договором в СНГ, под нашим, как тут же в Брюсселе украинский представитель, вице-премьер, подписывает протокол о присоединении, об условиях присоединения Украины, парафирует, точнее, к зоне свободной торговли с Европейским Союзом, и говорят, что теперь только решение президента Украины, и все, и договор пойдет в действие. К чему такая спешка? Значит, в чем наше опасение? Дело в том, что у нас разное давление по две стороны границы. Давление европейских товаров на нашу территорию намного выше, чем давление наших товаров в Европейский Союз. Вот Украина снимает импортный тариф. Что мы видим по расчетам? Эти расчеты есть в Киеве. Мы видим, что импорт европейских товаров увеличивается на 7%, по нашим данным. Потери украинского бюджета небольшие, примерно 0,5% будут за счет того, что налогооблагаемая база сократится на Украине из-за вытеснения соответствующих украинских товаров. И ясно, что столь масштабное событие приведет к очень серьезному изменению товарных потоков. Во-первых, те товары, которые украинские, будут вытеснены европейским импортом, естественно, пойдут к нам, больше некуда идти. Во-вторых, транзит европейских товаров к нам, и здесь речь идет не
об условиях соответствия, речь идет о правилах происхождения товаров. У нас очень много фактов, к сожалению, когда польское мясо, значит, идет под видом украинского к нам. Значит, ширпотреб, я уж не говорю, так сказать, китайский, кто только его не поставляет, переклеивая ярлыки. А Турция, между прочим, колоссальный поставщик всякого рода такого товара, по которым правила происхождения вообще очень трудно понять. И если Молдавия входит в зону свободной торговли с Турцией, я вас уверяю, это затронет всех нас. Поэтому и была сделана оговорка, я хочу обратить внимание, в чем угроза-то. Конечно, мы взяли на себя взаимные обязательства, но руководители правительств стран, членов Таможенного союза, сделали оговорку, что если будет нанесен ущерб такими действиями наших партнеров, то мы переходим от режима свободной торговли к режиму наибольшего благоприятствования, то есть начинаем взимать импортные пошлины по полной программе. И зона свободной торговли наша начинает размываться. Поэтому не хотелось бы здесь опрометчивых, необратимых решений с весьма, так сказать, сложными и, вероятно, негативными последствиями. Я убежден, что для пользы дела, для того, чтобы нам удержать достигнутое, нам нужно сегодня провести детальные расчеты и дать оценки, каким последствиям по товарным потокам и во взаимной торговле, и во внешней торговле приведет создание зоны свободной торговли Украины и Евросоюза. То, что украинский товар в Европу не пойдет, для меня это абсолютно очевидно. Это соглашение несимметричное. Там украинская конкурентоспособная продовольственная продукция ограждена квотами со стороны Евросоюза. Какую другую продукцию Украина собирается в Европу поставлять, мы не видим пока таких особых перспектив. А то, что с европейской стороны давление будет нарастать на наш рынок, это абсолютно очевидно. Поэтому нас всех это очень волнует. И очень хорошо, что сегодняшняя дискуссия подняла этот вопрос. Потому что было бы неправильно нам, так сказать, витать в облаках и впадать в эйфорию от того, что наконец-то мы за 20 лет вышли на многосторонний режим свободной торговли. Нужно видеть, что будет дальше, просчитывать эти угрозы. И они, в общем-то, далеко не беспочвенны. И нас сегодня очень сильно беспокоит то, что происходит на нашей западной границе нашей зоны свободной торговли.